Ну что, мы в эфире. Тудудун-дудум. Надо будет придумать мне какой-то этот, уже запускать заставочки делать. Уже Ну да, как программа «Время». А то мы так да, выходим да, в да. эфир. Сначала отсчет, чтобы пошел, потом заставочка, потом тудун-дудум. Ладно, сделаю к следующему разу, если время будет. Времени постоянно нет. Ну что ж, Надо ИИ подключить. да нет. И нам поможет, а ручками все равно заставочку Ну, а запускать. поправить, да, уже потом, отредактировать. Да, все равно заставку делать. Ладно, итак, мы в эфире на Фейсбуке, на Ютубе. Сегодня у нас 28 февраля, 21:00, последний день зимы. И мы, ну и пятница, а раз пятница, и 9 вечера, соответственно, мы с Сергеем Рачинским. Весткар всегда выходит в эфир по пятницам. Весткар Да, выходит по да, пятницам. Почтальон звонит дважды, а Весткар по пятницам. опять. И выходит. В общем, мы вышли. Заставку я еще не придумал. Так, все, вышли. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, кто нас смотрит. Добрый вечер, всем добрый вечер. Нас уже в чате ждет сообщение. Здравствуйте. Возможно ли не обсуждать в этом эфире только что то, что сейчас произошло? Нельзя. Мы будем обсуждать то, что сейчас произошло, потому что это Может, не реально обсуждать, но, по смешно. крайней мере, да, Но не поговорить об об этом этом надо. нельзя, да. Потому что такого в Белом доме, в овальном кабинете еще никогда не было, когда президент Соединенных Штатов хамили в лицо. Вице-президент, кстати, вице-президент не должен присутствовать на таких переговорах по законам. А тут получилось, что два против одного. Но они ломают традиции, в Да, общем. ну и 2 против 1. Вообще все законы переговоров, те, кто вел жесткие переговоры, знают, как это делать. Вы всегда знаете, что на переговорах вас должно быть больше, чем противника. Тогда у вас есть фора в переговорах. Если 2 против 1, 3 против 2, это уже практически победа в переговорах. Это уже такая известная Ну, штука. то есть Те, люди, кто занимается... пришедшие с Зеленским, не считаются. Они вообще были в костюмах, то есть гражданских. Их можно было вычеркнуть сразу. Да, так Он что... один был в боевой выкладке, то есть. Нет, так он один и отбивался. Да, он Поэтому... один и отбивался. А тут на него вдвоем налетели. Ну, с другой стороны, конечно, это провал дипломатии, это 100%, это Ее крышняк, нет, там просто это, нет следов даже. да, дипломатии нет, все. Но с другой стороны, вот я бы на месте Зеленского, я не знаю, как себя повел в такой ситуации. Наверное, я бы поясом еще Кличка, там, это, Усика, там, дрался бы и бил статуэтки в Белом доме. Потому что я человек вроде бы спокойный, но иногда очень нервный, когда меня доведут. Но, скорее всего, я бы просто не поехал. Потому что Ну, не хватало еще, чтобы его вывели потом. нет, ну просто я бы просто, Охрана наверное, не Белого поехал, дома. потому что Это чересчур. понятно, что в этой всей истории, ну, когда человек повторяет все время одно и то же, ты ему пытаешься что-то доказать, а он тебя не слушает, ну, это же было понятно изначально, что нужно Ну, либо принимать условия, наклоняться и говорить, все, белый господин, дело в я... том, что они не сказали друг другу ничего нового, то есть это то, что известно. И Трамп прекрасно знал, что скажет Зеленский, и Зеленский знал, что скажет Трамп. Трамп ведь фактически отменил эту встречу. Он как бы сломал, я так понимаю, из того, что я знаю, что я читал, он сломался просто под уговорами Макрона. То есть, по сути, это Макрон организовал вот эту бойню. То есть он заставил Трампа согласиться на встречу, которая была обречена. То есть Трамп знал, что она обречена, то есть что ни о чем они не договорятся. Но он пошел навстречу почему-то. Не знаю почему, чем Макрон его так зацепил. Вот. Но он согласился. И вот теперь мы получили как бы вердикт, по которому звучит это все. Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру. То есть это, в принципе, серьезный приговор. Но, насколько я тоже вот сейчас понимаю ситуацию, интервью на Fox News еще не отменили, поэтому, возможно, мы еще услышим чего-нибудь интересного, если журналисты Fox News хорошенько, так сказать, проведут свою работу, безусловно. Вот, так что, может, мы еще что-нибудь услышим. Но что тут я хочу сказать все-таки? Трамп абсолютно прав. Зеленский не готов к миру. То есть, но это известно. Он и не скрывал этого. Никакого мира. Тут, так сказать, вопрос о мире не стоит.
И надеяться на то, что можно каким-то там, значит, разговорами это дело все изменить, нет, это нельзя. Потому что для Зеленского это вопрос его, так сказать, существования как единицы политической. Вот. Он явно не готов к миру, и поэтому все остальные, к сожалению, эти, так сказать, моменты и аргументы, они меркнут по сравнению с тем, что мир означает как бы, ну, в общем, финал как бы его карьеры президентской, политической и так далее. Мне так кажется, я вот склоняюсь к этой мысли. Поэтому рассчитывать на то, что он пойдет на какие-то серьезные шаги, тут нет оснований. Он разговаривает с Трампом, Трамп, которому мир нужен, важен, и который легко, так сказать, готов на что угодно ради достижения этой цели. То есть у него это цель. Он однозначно поставил перед собой задачу, ему нужен этот мир хоть как в любом форме, в тушке, как бы тушкой, чучелом, чем угодно. Вот, лишь бы перемирие там, или мир, или еще что-то, то есть лишь бы перестали стрелять. Вот, и это он сразу запишет себе, так сказать, в актив, и это для него важный актив. Он хотел с этого, в общем, начать. А сейчас это дело все валится, и это серьезно ударит по Трампу, потому что, в общем, тогда получается, что как бы он провалился, то есть он Акела промахнулся. Но ну, я не думаю, что на этом как бы история закончится, то есть у нее будет, безусловно, еще продолжение, но это продолжение будет тяжелым и мучительным, уже судя по всему. Вот. А вот проблема именно в том, что в Украине нет оснований для того, чтобы политический вот этот весь наш бомонд, он замирился, потому что для них это, в общем, тупиковый маршрут. Путин в этом смысле тоже, мне кажется, имеет определенные преимущества, потому что, ну, вернее, как преимущество, он тоже загнан в угол экономическими проблемами. Вот, у него это сейчас самое главное, что висит над ним, так сказать, дамокловым мечом. Это как раз и подталкивает его к тому, чтобы подписывать мир. И то, что он хорохорится, вот это вот, то, что он постоянно там грубит, значит, Украине и выдвигает там какие-то условия, это все признак того, что, в общем, по большому счету ему сказать нечего. Вот. Слишком уж он очень хочет договориться, потому что для него сейчас он готов вот тоже отдать как бы недра, то есть уже не вопрос. Вот. И ни о каких разговорах, там, например, там НАТО подъехало со стороны Финляндии чуть ли не под Петербург, ни о каких разговорах на эту тему нет даже намека. То есть нет, ему начхать на все, лишь бы деньги были. То есть Путин ждет денег в любой форме. Но тут есть проблема. Трамп-то обещает ему какие-то, значит, там плюшки, значит, но эти плюшки очень отдалены во времени, раз, а во-вторых, они тоже не определены серьезно. Для Путина гораздо важнее было бы договоренность с ЕС, то есть с людьми, с которыми он уже как бы в сцепке, так сказать, экономической. Вот для него вот здесь бы было важно прогресс какой-то достичь, какого-то прогресса, потому что тех денег, которые он получает из ЕС, сейчас ему не хватает, а дальше у него будут еще сложнее ситуации. Если наступит мир, как говорится, опять же, под миром мы понимаем любую его форму, то есть, ну, остановка стрельбы. Вот, то есть у Путина нет никакого плана Б, то есть для него он не знает, как выйти из войны. Из войны вообще выйти очень сложно. Это, кстати, тоже сдерживает и украинскую власть. Выйти из войны будет крайне сложно. В ситуации, когда экономика лежит в руинах, то есть война это такое дорогое удовольствие, которое могут позволить себе только очень богатые государства, то есть очень богатые страны. Вот там государство может позволить себе войну. Это катастрофически дорогое удовольствие, в кавычках. А такие страны, как Россия, они идут на войну от отчаяния, то есть уже когда все кончено, то есть когда уже нечем помочь. А из такой ситуации назад пути нет. То есть, другими словами, Путин ждет спасения от Трампа и очень надеется на Европу.
Вот. А вот что сейчас ожидает Украину, тут, конечно, ну, трудно очень предвидеть. Потому что, ну, у нас тоже все напряжено, как говорится, до предела. То есть экономически мы обнулены. Даже если нам постоянно говорят о каких-то успехах, значит, в производстве оружия там или еще чего-то, то надо понимать, что при всей необходимости вооружаться, у нас нет для этого никаких возможностей экономических. Опять же, повторю, оружие и вообще все военное можно позволить себе только при мощной работающей экономике. Тогда есть ресурсы и возможности выделить часть, даже, может, значительную часть этих ресурсов в сторону, так сказать, вооружений. А это что такое ресурсы, идущие на вооружение? Это обнуление этих ресурсов. То есть это просто расстаться с ними и все, забыть о них. Вот. В Украине нет таких возможностей. У нас нечем жертвовать. Вот. У нас идет вопрос, так сказать, мы живем в долг. То есть мы живем в долг, мы живем взаймы, мы берем деньги для того, чтобы там в перспективе отдать какие-то долги, которые сможем отдать. Потому что, ну, не видно пока стремления реструктуризировать долги или там их простить. Да, будут растяжки, будут какие-то переформатирования во времени. Вот. Но стоит только объявить мир, как тут же Украина оказывается перед лицом колоссальных долгов. А это, ну, это влечет за собой дефолт, это влечет за собой обвал гривны, это влечет за собой недовольство тех, кто этих гривен получил очень много, а кто получил много гривен? Солдаты, то есть воины. Значит, другими словами, солдаты будут очень недовольны. Ясно, что власть меньше всего хочет того, чтобы вернувшиеся с фронта солдаты были недовольны властью. Так что, в общем, тут можно понять как бы участников этих событий, но, повторяю, все покрыто мраком, потому что мы видим лишь только верхушку этой вот как бы истории, которую показывают по телевизору. Значит, все остальное, оно по-прежнему закрыто мраком, все засекречено, все, так сказать. Вот. Да и я когда смотрел вот это видео, трансляцию эту из овального кабинета, я как-то невольно подумал о том, что пришла мне такая мысль в голову. Вот профессиональные актеры, они всегда ненавидели КВНщиков. То есть они всегда обижались на них, потому что у тех был большой успех, их любила публика, к ним ходили на концерты и так далее, их любили. Но они-то были самозванцами, ну, любителями. То есть, а профессиональный актер, посвятивший этому делу ремеслу, так сказать, всю свою жизнь и зарабатывающий этим, он оказывался как бы в тени. То есть и поэтому он очень-очень относился негативно вот к этому жанру. Вот. И вот я сейчас вижу, что Зеленский принес вот эту традицию как бы и в политику. То есть он мешает работать профессионалам, то есть тем, кто в этом деле, так сказать, съел всех собак. Ну, посмотрим, то есть чем это закончится. Это, конечно, придает особое звучание марту, который вот буквально завтра начинается. Я, тем не менее, несмотря на то, что мы как бы под определенным впечатлением происходящего, я все-таки хотел бы остановиться на некоторых новостях и событиях, которые были вот за последнее время. И начать я тут хочу с позитивной однозначно новости, для того, чтобы немножко переломить тренд. Астероид, о котором нам все время говорили последние дни, он нам не угрожает. Вот это как бы новая версия. НАСА посчитали еще раз вероятность столкновения с астероидом, о котором писали много последние дни. Она снизилась до там 1, значит, тысячной доли процента. То есть она уже это не опасный астероид. Так что в 35-м или, по-моему, 32-м году, значит, было запланировано столкновение, оно не состоится. Что касается, значит, ключевых проблем войны. Я здесь хочу сказать, еще раз я хотел бы остановиться вот на важной новости. И опять, конечно, речь идет о Трампе. Трамп заявил о том, что с НАТО для Украины как бы можно вопрос закрыть. Ну, мы в этом эфире уже неоднократно эту тему рассматривали, я ее комментировал, и я неоднократно
приходил к выводу, что никаких шансов вступить в НАТО у Украины нет. И вот сейчас мне кажется, что настал момент, когда необходимо что-то решать. То есть все, вопрос НАТО закрыт. Уже закрыт он окончательно. Никто его не поколебит, так сказать. То есть никаких гарантий Америка тоже не даст. То есть это тоже надо понимать. Следовательно, вот сейчас мяч, как говорится, как говорят комментаторы, на стороне Украины, то есть на стороне Зеленского. Он должен был бы предпринять какие-то действия. Но мы слышим постоянно повторение одной и той же мантры, что типа вы нас не хотите в НАТО, а мы все равно придем. То есть мы как бы придем и будем у вас там под окнами, значит, громко кричать. В общем, вот этот тупик с НАТО, он во многом объясняет, что стороны не понимают одна другую. То есть здесь нет вот этого того самого партнерства, о котором нам проели весь мозг. То есть мы постоянно слышим вот эти вот партнеры, западные партнеры, мы партнеры и так далее. Есть еще словечко союзники, которые подбрасывают периодически, которое вообще не имеет ничего общего с реальностью. То есть никакие мы не партнеры. То есть Украина не может быть при всей нашей любви и, так сказать, преданности любимой стране, мы должны признать себе, что Украина не может быть никаким партнером. Украинское государство сделало все для того, чтобы Украина превратилась как бы в теневого игрока, в теневую сущность. Она не является более частью глобальной картины. Наше государство существует только постольку, поскольку его кормят извне, и поскольку украинцам по большому счету на него наплевать. То есть украинцы никогда не занимались государством всерьез, они никогда не имели его в виду. То есть они его терпят, украинцы законопослушные люди, никогда не нарываются, и тогда, когда их выводят уже из себя, то есть когда это происходило в виде майданов, то решался, как правило, вопрос не политический, решался вопрос морально-этический, то есть убирался просто персонаж, который осточертел, то есть Янукович, а никаких политических заявок никогда не было. Это всегда забывают, когда говорят о Майданах. Мы никогда не выдвигали никакой программы, мы никогда не выдвигали людей в правительство, мы никогда не выдвигали политической какой-то платформы или там еще чего-то. То есть я уже говорил об этом, мы тут радикально отличаемся от всех других соседей, то есть других стран, потому что там у них, допустим, та же Польша со своей солидарностью, она выдвигала и людей, и какую-то программу, значит, либерализации. Эти люди потом сидели за столом с правительством и до чего-то договаривались. У нас ничего такого не было. То есть стоило нам прогнать Януковича, мы развернулись и ушли заниматься своими делами. У нас есть дела, и нам они важнее, чем то, что происходит в здании Верховной Рады, там, на Банковой и так далее. И вот это надо понимать. То есть в этой ситуации, вот сейчас, когда, допустим, Трамп судорожно пытается от Зеленского добиться чего-то, он не учитывает простую вещь, что Зеленский президент Украины, а Украина – это уникальная страна в мире. Я не знаю, конечно, ситуацию во всех странах, но вот из окружения европейского это уникальный случай. Потому что здесь есть государство, а есть люди, есть страна. И эти вещи, они только соприкасаются. Причем соприкасаются конфликтно, в виде конфликта, в виде противостояния. Здесь никогда не было взаимодействия. В Украине государство со страной никогда нельзя было смешать в какой-то более-менее стабильный коктейль, который бы держался. Чем я для себя это объясняю? Тем, что Украина никогда не имела своего государства. Что я имею в виду под своим государством? Это когда вы, мирные люди, работаете на плодородной земле, а тут на вас налетают, значит, какие-то кочевники, вооруженные современным по тем временам оружием, и завоевывают вас.
То есть, согласно теории государства, эти люди, как правило, завоеватели, они остаются у вас в качестве вашего государства. Потом вы к ним привыкаете, потом вы их заменяете, то есть люди из покоренных, так сказать, из жертв агрессии, потом становятся сами государством, и таким образом процесс развивается. Все это доходит до состояния современного государства. В Украине никогда такого не было. Никто никогда в Украину не прискакивал и не завоевывал. Все, что у нас происходило, это были отдельные эпизоды тех давних периодов, когда ни о каком государстве речь не шла. Были просто регулярные грабежи, какие-то набеги, спонтанные и так далее. А если здесь кто-то и задерживался, то очень ненадолго и, как правило, бессистемно. Почему? Потому что получилось так, что то, ради чего захватывают территории, в Украине выглядело не очень привлекательно. Проблема в том, что мы всегда производили еду, производили зерно. А для того, чтобы на зерне хорошо заработать при условии, что у вас низкая производительность труда, нужно иметь возможность это зерно продавать туда, где дорогие цены, где дорого оно стоит. Здесь у себя и рядом его продать было некому. Мы то, что производили, то и съедали. То есть, условно говоря, завоеватель, он не мог получить здесь никакого профита. Почему? Да потому что надо было это зерно везти куда-то довольно далеко. Раньше было проще, то есть до периода вот этих, значит, заварушек всех. Был Днепр, и был путь из Варяг в реки, который пролегал, так сказать, через Днепр. По Днепру можно было чем-то торговать, но, как мы помним, тогда, в это время, торговали исключительно рабами, то есть просто ловили людей и отправляли их в Стамбул, значит, на невольничий рынок. А когда дело дошло до зерна, то вся эта торговля расползлась в обе стороны. Она ушла на восток, потому что торговля пошла ближе туда, к Средней Азии. А с этой стороны Днестр и Дунай и так далее, они переняли все это дело на себя. И таким образом Украина оказалась в пустоте, то есть она была оторвана от рынков. А если вы оторваны от рынков, то вы никому особенно не интересны. И поэтому к нам приходили другие государства, то есть уже сформированные. Они пытались распространить себя на нашу территорию. То есть не было этого процесса формирования государства. Была просто попытка пристегнуть Украину, современную территорию, которую мы называем Украиной, к некоему чужому государственному проекту. И поэтому для нас государство – это всегда завоеватели, это какие-то случайные пришлые люди. И самые успешные здесь оказались большевики. То есть большевики не только сюда пришли со стороны, абсолютно со стороны, но и, так сказать, закрепились здесь надолго. Помогли, конечно, этому вот эти левые взгляды, которые процветали здесь, то есть не будь их, большевикам пришлось бы очень сложно. Вот. Но они ценой крови, ценой катастрофических, значит, убийств и уничтожения людей, они закрепились здесь и сидят сейчас до сих пор. То есть вот этот проект государственный, который был создан большевиками, он существует до сих пор. Его украинцы никогда не примут как свой. Как бы они его ни называли, как бы они им не восхищались и, так сказать, не воспевали его в песнях, они прекрасно понимают, что к этому проекту они не имеют никакого отношения. Вот. А если их просят проголосовать там как-то, то они голосуют, потому что они никогда не хотели, не видели смысла ссориться с государством, которое убивает. Поэтому в этом смысле у нас ситуация очень отличается от окружения. И не учитывать все это, имея дело с Украиной, нельзя. Вот все участники событий, и Путин, и Трамп, и Европа, они не учитывают этого всего, потому что они выросли в совершенно другой парадигме. В парадигме возникновения своего местного государства. У русских это организовали так называемые татаро-монголы. В Европе это тоже были люди, которые пришли со стороны. И вот только у нас, как говорится, все было совсем по-другому.
Поэтому я каждое такое вот, каждый комментарий, связанный вот с международными какими-то активностями украинского государства, всегда хочется закончить одним и тем же выводом. Ребята, сначала вы должны определиться тут внутри. Пора уже себя здесь каким-то образом легализовать. То есть украинское государство легализуется исключительно за счет внешних сил, внешней помощи. Любая власть, которая здесь находилась, она пыталась или представляла другое государство, или пыталась продать контроль другому государству. То есть, другими словами, мы должны наконец-то достичь момента, когда мы скажем: стоп, нам надо тут внутри определиться. Потому что дальше вот этот вот, вот это двутелие, так сказать, из двух сущностей, оно ничего хорошего не дает. Мы это видим прекрасно. У нас конфликт за конфликтом. И повторяю, государство в такой ситуации, когда оно уничтожило экономику, оно же уничтожает и самое себя. То есть ему не на чем паразитировать, поэтому у него нет перспектив выживания. О каких договоренностях, о каком членстве, каком-то НАТО, или там в ЕС, или еще что-то, может вести речь, значит, условная сущность, по сути, то есть фиктивная сущность, каким есть украинское государство. Оно существует за счет внешней помощи, но уберите эту внешнюю помощь, и все, исчезает как бы сама суть. Поэтому вот без учета всего этого, дальнейшие все вот эти планы, разговоры, какие-то, значит, прожекты, они все обречены на, так сказать, постепенное вымирание. А нам это будет обходиться очень дорого, потому что за все платим мы. То есть из нашего кармана это все вынимают, и украинцы недаром самые бедные. Как можно быть бедным на такой плодородной земле? Да потому что вот государство преуспело. То есть оно так отчаянно себя спасает, так отчаянно цепляется за жизнь, что, так сказать, камня на камне не остается. Вернувшись немножко, если вернуться немного как бы к реалии, в которых мы существуем, я не могу не обойти вниманием вот новость, которая была опубликована на днях. Речь идет о том, что в Штатах работает некий аналитический центр, который называет себя Economist for Ukraine. Это такая группа экономистов украинского происхождения, в основном молодые люди там, которые преподают в университетах экономику. Они организовали такую рабочую группу, которая провела довольно серьезную работу, и суть этой работы свелась к тому, что они пытались посчитать так называемую реальную стоимость военной помощи США. Ну, в общем, нетрудно догадаться. После того, как они ее посчитали, она оказалась существенно меньше той, которая звучит в новостях. То есть они пришли к выводу, что реальная стоимость военной помощи США Украине существенно ниже официальных цифр и составляет порядка 18 миллиардов долларов. Все как бы, что вот реально Украина получила. Что мне тут хочется сказать? Ну, во-первых, это не первая попытка такого расчета. То есть мы уже с этим сталкивались, и, в общем-то, мы прекрасно понимаем, откуда тут растут уши. Да, помощь выделяется, но значительная часть денег остается в Америке, значительная часть денег идет на американские заводы, которые производят оружие, которое, может быть, когда-то получит Украина, и так далее, и так далее. Значительная часть денег, кстати, была получена европейскими вооруженными силами, вот, а они, в свою очередь, уже передали некие минимальные суммы, значит, Украине. Хотя деньги выделялись под общим лозунгом, так сказать, помощь Украине. В общем, тут много всяких тонкостей. Но меня тут интересует другое. Меня интересует, как люди, преподающие экономику, оперируют понятием реальной стоимости. Вот что они понимают под этим словосочетанием. И что такое нереальная стоимость? Ну, то есть можно сказать, что есть фальшивые цифры, то есть как бы, ну, фальсифицированные данные, да, ну, понятно. То есть есть стоимость, но эта стоимость фальсифицирована, и нам показаны завышенные приписки, как говорится, традиционные. Ладно.
Но нет, они говорят о том, они настойчиво используют вот это понятие. То есть, что якобы есть реальная стоимость, а есть нереальная стоимость. Но когда мы говорим о военных расходах, а это дело государства, то есть ведь это не цены, хаймарсы не продаются на рынке. То есть они, может, где-то на черном рынке их можно купить, но, так сказать, условно говоря, я сейчас, так сказать, без привязки к конкретному виду оружия. Какое-то оружие продается на черном рынке, и у него есть цена, потому что это рынок. Но основная масса, допустим, оружия, которое получает Украина, оно на рынке не продается. Это не рыночный товар. За него государство платит какие-то суммы, которые согласованы производителем и покупателем из совершенно иных соображений, а не рыночных. Следовательно, понятие цена или стоимость здесь вообще неуместно. То есть это сразу изначально нереальная стоимость. То есть надо понимать, что это все цифры раздуты многократно изначально. Потому что когда чиновник покупает что-то у частного производителя, а американское оружие производится частными компаниями в подавляющем большинстве, то чиновник заинтересован в том, чтобы потратить как можно больше. И в этом же заинтересован производитель. Он тоже хочет получить побольше. Ничего в этом нет предосудительного. Если можно продать дороже, почему это не сделать? Следовательно, мы неизбежно приходим здесь к тому, что эти цифры являются завышенными относительно некой гипотетической совершенно цифры, которую мы даже не знаем. То есть нам не о чем говорить здесь в данном случае. Стоимость в данном случае понятие неуместное. То есть как это должно решаться? Ну, в государстве обычно оперируют понятием тарифы, но здесь как бы тарифы неприменимы. Вот, поэтому здесь экономистам надо было быть более точными в своих формулировках, потому что это сбивает с толку. Появляется как бы стремление сразу тут же быстренько применить марксистский подход, что вот к танку, так сказать, затраты вот такие, следовательно, у него цена вот затраты плюс, значит, заданная некая маржа. Или, как говорится, расчет цены по формуле, которую мы знаем от нашего премьер-министра и всех прочих чиновников. Вот, то есть вот на это я хотел обратить внимание. То есть тут надо понимать, что все, что производится для войны, это обнуление ресурсов. То есть это не имеет никакой стоимости рыночной цены, это не имеет. Это просто уничтожение ресурсов. А так как эти ресурсы были откуда-то взяты, то есть их же можно было использовать для чего-то другого, для чего-то полезного для людей. То есть вы понимаете, что это прямой реальный ущерб экономике, то есть ущерб потребителю, ущерб людям, который колоссальным на самом деле является. Поэтому вот эти вот игры в цифры, они, как правило, не бесперспективны. То есть надо понимать, что любая цифра, названная в данном случае, является условной, а не реальной. Вы не можете говорить ни о какой реальной стоимости. Не могу, конечно, обойти вниманием про вопрос, который связан с, опять же, с желанием Трампа ввести 25% значит, пошлины на товары из Европейского Союза. По мнению Трампа, ЕС вообще был создан для того, чтобы грабить США. Но это как бы его красное словцо, все тут понятно. Вот, но опять же, надо понимать, что у Трампа есть пунктик. Он почему-то вот привязан к этим пошлинам, он почему-то считает их инструментом, экономическим инструментом. То есть, если его поскрести, так сказать, то я думаю, Трамп прекрасно понимает, что страдают от этого, конечно, американские потребители. Но он считает, что они могут потерпеть. То есть есть более важные вещи. То есть вы можете потерпеть. Он обычно говорит как? Будет трудно, но у нас важная цель. Значит, то есть он понимает прекрасно, что тарифы вредят американцам. Но тем не менее он их использует или, по крайней мере, угрожает использовать, потому что он считает их эффективным инструментом. И вот тут мне кажется, что Трамп, скорее всего, в случае с ЕС,
по-моему, хочет просто использовать это как инструмент запугивания. То есть чего добивается Трамп? Я абсолютно уверен, что где-то в глубине души он хочет без налоговой, ну, без мытной торговли, как мы говорим, да, то есть свободной торговли. Он хочет заключить с ЕС договор о свободной торговле. Кстати, ЕС недавно объявили, вот буквально на этих днях, что они такой договор подпишут с Индией. Я не знаю, насколько там тотальным есть освобождение от этих таможенных пошлин. Но они объявляют, что мы с Индией подписываем беспошлинную торговлю, мы понимаем, насколько это важно, мы понимаем, что обе стороны от этого выиграют и так далее, и так далее. Но что интересно, в отношении США они таких заявлений не делают. Они не говорят, что давайте подпишем, обнулим все значит, пошлины. Нет. А европейцы здесь сидят очень прочно на своих позициях. И когда Трамп публично заявляет о том, что он хочет их, значит, обложить там 25% тарифами, то мы-то не знаем, а какими тарифами обложены американские товары. А там цифры, я думаю, даже не меньше, а может даже и побольше, чем 25%. Смотря на что. То есть, другими словами, я уверен, что Трамп таким неуклюжим, это свойственно для него, по-моему, способом хочет принудить Европейский Союз к тому, чтобы они пришли к мысли, что состязание тарифов ничего не даст. Надо подписывать договор о свободной торговле. Но с другой стороны, тут же, я тоже это понимаю, что для Европы это практически самоубийство. Я имею в виду политической Европы. Для потребителя это, конечно, благо. Вот. Но политики, безусловно, не могут себе пустить пулю в лоб таким образом. Потому что они явно проигрывают. То есть американская экономика круче, мощнее, разнообразнее и, главное, технологичнее. То есть Европа обрекает себя просто на зависимость. То есть у нее есть два пути. Или, так сказать, лечь как бы под американские технологии и таким образом стать вторым номером на очень долгое время. Или просто прозябать, вот, покупая китайские подделки. То есть, что они, в общем, и делают. Они все больше склоняются к тому, чтобы покупать недорогие, так сказать, изделия китайского промо, электронного всякого промо. Вот, то есть, политика здесь опять же вредит. То есть, и Трамп понимает, и Трамп делает глупости в этом смысле. Может быть, я допускаю, что может из благих побуждений. Но европейские политики тут однозначно закапывают свою собственную экономику, упираясь и играя вот в эти таможенные пошлины. Они же вот недавно буквально сделали заявление. Я уже сейчас, к сожалению, у меня нет под рукой цитаты, но кто-то из них заявил, ответственных людей из Брюсселя, что мы готовы, как бы, пусть попробует, они говорят Трампу, давай, вводи свои, мы тебе ответим тем же. То есть они видят исключительно войну здесь, они не готовы к тому, чтобы мириться. То есть для них что-то значит, что вот потери собственной экономики для них это не более важно, чем некие политические цели, которые у них есть, о которых они молчат. Это для них гораздо важнее, чем экономика. Но это, в общем-то, нам в Украине здесь хорошо известно. У нас политика важнее, чем мир, чем все остальное. А экономику-то тут вообще уже как бы давно перестали на нее обращать внимание. Относительно вот этого планов, так сказать, Трампа, мы ведь, может, кто-то помнит, он же начинал и шел на выборы, и потом после победы он говорил о том, что он собирается сократить налоги и государственные затраты. Так вот, во вторник, прошлый вторник, я так понимаю, вот этот вторник, который был, Палата представителей Конгресса, значит, одобрила бюджетный план, который представила Республиканская партия. То есть это план Трампа, как бы. И по этому плану сокращение налогов предполагается на $4,5 триллиона, а сокращение федеральных расходов на $2 триллиона. Правда, это все в течение 10 лет.
Но тем не менее, то есть резолюция эта прошла буквально там 2 голосами, то есть там мнение разделить, партийная как бы принадлежность все определяет, безусловно. Вот, политикам, опять же, им наплевать на какие-то интересы людей, они отстаивают свои собственные. Вот, хотя, в принципе, порой отдельные депутаты голосуют и как бы не со своей партией. Такое в Америке встречается. Вот, но в данном случае эта резолюция прошла. То есть это означает, что впереди будет большая как бы драчка, то есть большой бой за вот эти вот планы, программы и так далее. Вот. Но сам факт того, что Трамп хочет сократить налоги и сократить затраты государственные, это, конечно, безусловно, позитивный шаг. Вот. И это можно только приветствовать. Что еще, безусловно, на что обратили внимание на этой неделе? Это на план его введения вот этих золотых карточек. То есть грин-карт остается для широкой публики, но вот он вводит некий, значит, golden card, золотую карту, которая позволит получить право на проживание в Соединенных Штатах, право на работу и так, ну, практически такое разрешение на проживание в США. То есть это как бы зеленая карта для богатых людей. 5 миллионов долларов надо заплатить, и говорят, что уже там стоит очередь из сотен тысяч желающих. То есть это огромные деньги, которые могут влиться в экономику США. Вот почему на это интересно обратить внимание, потому что это обратная сторона иммиграции. То есть мы привыкли к чему? Что в Америку едут за получением денег, не как бы те люди, которые, в общем, нуждаются в деньгах. А здесь Трамп говорит, давайте пусть приедут те, у кого деньги уже есть. Это совершенно поворот как бы такой радикальный всей этой истории, значит, с эмиграцией. Ну, посмотрим, то есть, чем это все дело кончится. Вот, пока он настроен вроде серьезно, то есть это дело, скорее всего, пойдет в ход. Если немножко зацепиться за Европу, то, ну, здесь был вот этот визит Макрона в Белый дом, потом туда приезжал Стармер, значит, британский премьер-министр, который понравился Трампу, хотя Трамп его серьезно критиковал накануне и вообще отзывался о нем очень плохо, потому что о нем плохо отзывался Маск. То есть Маск считает его леваком, и, значит, отсюда вся вот эта вот аура. Но Стармер провернул такой забавный трюк. Он привез с собой письмо, значит, с приглашением от короля Чарльза посетить Британию с официальным визитом. Дело в том, что Трамп уже был с официальным визитом, то есть полностью, с полными, так сказать, с полным набором по программе пребывания. Вот. А тут как бы еще раз его приглашают. То есть он попадает в категорию исключительных людей, которых, значит, пригласили не раз. В общем, на него это сработало, как бы он не чужд этим всем удовольствием, поэтому, в общем, у Стармера получилось все нормально. Но, с другой стороны, мы видим, что мнение европейцев и мнение Трампа сильно расходятся по практически всем вопросам. То есть на словах они там не доходят до, так сказать, до рукоприкладства, до каких-то обвинений друг друга, как мы видели недавно. А по делу ничего особенного не происходит. То есть особенно Макрон, так сказать, он практически ничего не получил. Вот. Что интересно, Трамп даже не выходил его встречать. Вот Зеленского он же встречал на пороге Белого дома. Стармера он тоже встречал на пороге. А Макрона он даже не выходил к нему. Вот. Это довольно важный показатель в этой всей кухне, так сказать, символической. Так вот, более того, Макрон после визита, значит, в Белый дом, он собрал в Зуме, так сказать, такое совещание европейских лидеров и рассказал им о том, что он там, о чем он, значит, говорил, до чего он там договорился. И, среди прочего,
он обронил такую, значит, мысль, что есть, мол, план у нас вот у Англии и Франции, есть план организовать, значит, европейские войска в Украину послать. Вот, что вот послевоенное соглашение, оно какое-то будет предусматривать пребывание, значит, таких войск. И что интересно, с резким, так сказать, протестом выступила Джорджия Мелони, премьер-министр Италии. То есть она ему прямо заявила, что никакого мандата от Европы у Макрона нет. И вот эта самодеятельность, которая уже, так сказать, потихоньку достает этих всех людей, она уже начинает им действовать на нервы. То есть Макрона серьезно осадили, и причем на, так сказать, ну, в прямом эфире, что называется. Вот. Я думаю, что это тоже один из важных сигналов того, что происходит в Европейском Союзе. То есть мы слышали уже вот эту историю о том, что там собирались правые силы, вот эти, да, так называемые, представители правых партий, правых правительств, значит, они делали там свой, значит, такой хэппининг. Вот. А теперь мы видим, что, в общем-то, в самой Европе, ну, очень трудно достичь какого-либо согласия, потому что отдельные политики начинают играть уже самостоятельные роли. Они все чувствуют, что пахнет жареным, они чувствуют, что Европейский Союз, если не на пороге какой-то трансформации, то, по крайней мере, эта трансформация уже не за горами. И они не хотят упустить шанс для того, чтобы сыграть какую-то свою роль и урвать себе какой-то более-менее жирный кусок. Тут надо понимать, что вот эта вся геополитика, так называемая, это не более чем литературно-художественное прикрытие банального стремления к доходу, так сказать, дополнительным доходам, к обогащению. Политик идет в государство только за тем, чтобы иметь возможность удовлетворить свои материальные потребности и свои амбиции. Амбиции, нездоровые амбиции, которые у многих людей есть. Вот, им хочется вмешиваться в чужую жизнь, рулить жизнями других людей. То есть это школа психотерапии, она давно это уже определила как нарушение психики. То есть тут нам надо иметь с этим дело, так сказать, никуда мы от этого не денемся. Политики подвержены этому всему. И вот сейчас в Европе это все начинает проявляться, выходит, так сказать, на поверхность. Почему это надо иметь в виду? Да потому что вот постоянно звучит такое понятие, что вот есть, значит, что война России в Украине, она вовлекает сюда Америку, значит, и Европу. И вот это понятие Европа, оно все более становится тоже умозрительным, то есть призрачным. Уже Европы такой, как таковой, нет. Нет единой Европы. Кого представляет Брюссель? Формально 27, если не ошибаюсь, членов. А реально это уже далеко не столько. То есть у них, у многих уже есть свой собственный план, свой, так сказать, порядок, план действий, какая-то, значит, своя адженда, как говорил кто-то из украинских политиков. Вот. То есть, другими словами, мы можем оказаться неожиданно в ситуации, когда не только Трамп и Зеленский серьезно поспорят, но и внутри Европы начнется такой же точно спор. Для него есть уже предпосылки. Венгры, те же венгры, серьезно не соглашаются. Значит, Польша имеет очень специфическую позицию. Они, например, очень хотят быть близки к Америке и все менее близки как бы к Европе. И таким образом здесь назревают очень многие интересные события, которые могут сильно поменять вот эту конфигурацию вокруг всего этого урегулирования. Я буду заканчивать и хотел бы еще несколько буквально минут ваших отвлечь на такие вещи. Вот я обратил внимание на то, что появился отчет Freedom House. Есть такая организация, которая ведет, значит, учет того, как там со свободой в мире. И вот она, значит, эта организация делает рейтинг, такой отчет, значит, как обстоит дело с политическими, главным образом, свободой.
Тут надо понимать, что они как бы стоят на этатистских позициях. Для них свобода – это то, что разрешают политики людям. Вот, то есть они, по сути, оценивают не свободу, а то, вот, что политики разрешили своему населению, а потом они проверяют, как они это исполняют. То есть насколько совпадают обещания с реальным состоянием дел. Но реально к свободе с точки зрения, допустим, человека, стоящего на либертарианских позициях, это не имеет никакого отношения. Вот, то есть здесь свобода – это чисто уровень политических привилегий, которые получают те или иные слои населения. Но тем не менее, даже несмотря на такой подход к свободе, они фиксируют в своем отчете, что уровень вот этой свободы, политической свободы, падает уже 19-й год подряд. То есть последние 19 лет идет системное падение уровня свобод по их критериям. У них есть там набор критериев. Главным образом речь идет о выборах. О том, что выборы проводятся нечестно, что идет подлог, что идет, значит, кандидаты не в равных условиях, что многим кандидатам отказывают в информационном доступе к средствам массовой информации, что идет запугивание, идет там вбрасывание и так далее. То есть традиционные махинации вокруг выбора. Это главным образом, в первую очередь, у них в категории свобод. И вот тут я хочу просто обратить ваше внимание, что это совпадает, вот это сообщение, совпадает с сообщением о том, что Трамп закрыл множество проектов, которые финансировал USAID. И что мы можем там увидеть? Львиная доля этих денег шла на политическую свободу. То есть как бы Америка все эти годы финансировала через USAID увеличение свободы, защиту свобод, политических демократий там, и так далее. То есть на это выделялись деньги, а результат противоположный. То есть очень хорошо видно, подведен итог, так сказать, целому 2 десятка лет работы USAID. То есть эти деньги просто пустую тратились. То есть даже сами люди и заинтересованные в этом, вот во всем, часть этой системы политической, они ведут расчет. Это ведь не какие-то независимые агентства, так сказать, там, или какой-нибудь институт Фрезера, который может посчитать совсем другое что-нибудь. Вот, это люди, которые играют в эту игру политическую. И вот они даже признают, что эти деньги тратятся впустую. Уровень свободы не поднимается, и таким образом эти деньги тратятся впустую. Ну, а закончить сегодня я хочу, значит, сообщением, которое, в принципе, многие ждали. Министерство юстиции в Соединенных Штатах сообщило о том, что они, значит, обнародовали первую часть, как они сказали, документов Джеффри Эпштейна. В чем тут дело? Трамп пообещал, что документы Эпштейна, все его записи, архивы, там документы, связанные со следствием, с его допросами и всего прочего, будут полностью обнародованы. И вот настал момент, то есть как бы, ну давайте. И оказалось, что ФБР, там, значит, Министерство юстиции и так далее, показали старые бумажки, которые уже давно все видели. Более того, в них уже там, значит, много правок, там уже выморали много фамилий, вот. И это вызвало жуткую реакцию, конечно, негативную у заинтересованных лиц. Вот, то есть, да, там в этом списке Эпштейна, там у него, значит, фигурируют все известные люди, в том числе там дочь президента Трампа, вот, значит, хотя раньше было известно, что и сам Трамп там, значит, вроде мелькал где-то в каких-то записях. Но, тем не менее, тут важно одно, это все уже известно, то есть ничего нового они не показали принципиально. И вот люди, которые сегодня сидят в Конгрессе от республиканской партии, они активно выступили с осуждением. То есть они сказали, ребята, кончайте играть в эти игры. То есть генеральный прокурор сегодня, назначенный Трампом, она четко дала понять, что она ждет настоящих документов, неправленных, никем не редактированных. И плюс, значит, не только списка там какого-то, как они сказали, это может быть вообще его телефонная книга, вот, а именно материалов, посвященных, значит, вот тому скандальной этой истории с малолетними
с малолетними сексуальными услугами, так сказать. Вот, то есть, что мы можем тут сказать? Я не знаю, вот чем это закончится. То есть, если генеральная прокурорша, она надавит и действительно продавит это решение, это, конечно, будет сенсация. Но мне что-то так кажется, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. То есть, более того, есть уже некоторые сведения того, что в последнее время ФБР просто активно, так сказать, палит или жжет документы в печках, значит, и кострах. То есть они просто уничтожают это все дело. То есть поэтому может оказаться такая ситуация, что они, в принципе, скажут, ну да, вот это все, что у нас есть, а все, что осталось, как говорится. Вот. Потому что, ну, не знаю, я лично не очень верю в то, что будет все рассказано, потому что там слишком информация опасная для истеблишмента политического. То есть там мало того, что там известные люди, но там и известные политики. В том числе, мне кажется, что и из команды самого Трампа, скорее всего, там тоже есть персонажи. Вот. И в этом никто не заинтересован, в том, чтобы, значит, это все публично опять выносить, так сказать, в публичное пространство. Вот. Неизбежно встанет опять вопрос, покончил ли с собой Хоффман, этот самый Эпштейн, значит, что, значит, ясное дело, что, ну, по крайней мере, большинство людей склоняется к мысли, что его просто убрали, и даже сделали это не очень аккуратно, там очень много нестыковок в этой истории его так называемого самоубийства. Это уже как мем такой, значит, интернет-мем, самоубийство Эпштейна. Вот, то есть вот ждем. По-моему, вот это будет некая проверка того, насколько серьезными есть намерения Трампа. Потому что, кстати, он же обещал еще документы по убийству Кеннеди, он их предоставил, и там тоже ничего практически нет. То есть документов-то дофига, то есть там огромное количество бумаг. И допустим, я даже допускаю мысль, что историки какие-нибудь, они найдут там интересные нюансы, интересные моменты. Но есть уже оценки, по которым можно сделать вывод, что ничего сенсационного там нет. То есть ничего того, что ожидалось публикой, ничего в этих документах нет. То есть те документы, которые нельзя показывать, не показывают. Вот. И ну, это только усиливает уверенность наблюдателей, как бы разнообразных, в том, что Кеннеди, конечно, был устранен, скорее всего, вот этим самым дипстейтом, так сказать, то есть самими же американскими спецслужбами. Вот. Но это по-прежнему догадки, и тут Трампу не удалось пролить свет на это все дело. Вот сможет ли он пролить свет на скандальное дело Джеффри Эпштейна, вот посмотрим. По крайней мере, это может немного отвлечь внимание от политических всех вот этих перипетий. Ну, пожалуй, все на сегодня у меня. Ну, из Штатов же там есть еще две истории, которые мне очень нравятся. Во-первых, государственный язык в Америке впервые будет введен. В США ж не было государственного языка, представляете? Люди жили 250 лет. В стран мира, по-моему, нет. Да, а в США тоже не было. И теперь Трамп обещает подписать указ, по которому английский будет назван государственным языком США. Ну, как-то так. Вот как. Ну, забавно, да. То есть у них было больше 100 языков, на которых люди разговаривали. Там по штатам интересно, когда едешь, там в разных штатах надписи на английском и могут быть еще на других языках, да? Там, где испаноязычный, там испанский. На севере интересно, что куча надписей на немецком осталось, хотя немцы там давно ассимилировались, а вот исторические надписи на немецком там остались. Там, в Мичигане, потому что там были большие немецкие колонии. Но теперь все. Государственный язык, конец английскому языку в Америке. Это все, что берется государством, но обычно этим все и заканчивают. А второе, я никогда не думал в жизни, что я прочитаю о том, что президент США разрабатывает план снижения цен на яйца. Ну, в Америке цены на яйца. Это я сразу как-то так Тимошенко с Трампом в одном лице. Она любит у нас это. Сейчас у нас цены на лекарства теперь убивают все фармфирмы.
а там будут цены на яйца в Америке, фиксированные цены на яйца. Блин, бред. Мы живем в каком-то мире совершенно зазеркали, просто зазеркали. Я вообще не думал, что я до такого даже доживу, до такого сюра. Ужас. Где мы живем? Мама, где мои вещи? Ну, кстати, мы упоминали USAID, но тут нужно помнить их неэффективность. Нужно помнить о том, что там из 7 миллиардов, выделяемых на какие-то программы, 2 миллиарда остается в США. То есть вот Не, эти все ну консалтинговые да, компании, безусловно. плюс еще там Но еще 2 любая миллиарда помощь – это помощь распиливается где-то себе. по ходу. Вот это в первую очередь помощь себе. Чиновник, выделяя деньги, думает о себе сначала, а потом о том, кому это все достанется. Конечно, в этом весь смысл этой всей затеи. Ну вот у Маска, у того же, у него же там глаза открываются, у него оказывается, что не триллионы долларов только на соцпомощи пилятся на откатах. А он думал, что так это все просто. Кто тебя, Маск, Я вот, пустит? кстати, хотел поделиться. Я слышал интересную такую мульку. Якобы, помните, вот это было сообщение о том, что Маск обнаружил, что там в пенсионном фонде, значит, люди 260 лет возрастом там и так далее. Вот. А тут где-то проскочило такое сообщение, что якобы программисты Маска не совсем сориентировались, значит, в том коде, который они анализировали, а это Кабол, а на Каболе они не умеют, значит, а там по-другому как-то кодировали, значит, даты и так далее. И поэтому они все перепутали, на самом деле ничего там такого нет. Но это интересная история, посмотрим. То есть она обрастает вот этими вот всякими комическими сюжетами и куплетами. Куда-то это все дело должно вывести. Ну, посмотрим, посмотрим. Маск, конечно, ну вот он дернул за такие нити, которые могут иметь серьезные последствия. Ну, они же там и перепутали презервативы в Газу, а это Газа в Мозамбике город. Ну, так Ну ничего. да. Ну, бывает. Тут бывает. Торопились. Торопились, бывает. Не, ну там же с географией вообще плохо, я так понимаю. Люди Безусловно, географию да. не учат. Ожидать от них невозможно. Ну, если президент страны не знает, что у них, что от США до России 3,5 километра, ну, причем, а он думает, что между Россией и США целый океан, ну, как-то Да. так. Это проблематично. Надо будет как-то... Качество американского образования, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вот так вот оно и получается. Ну, а, кстати, мы начали говорить про оружие, да, ну, надо же понимать, что рынок оружейный – это вот такая очень серьезная штука, которая Конечно. она государством полностью контролируется. И купить, например, оружие невозможно. И даже, например, я сегодня узнал, что, например, шведский Гриппен нельзя продать без разрешения США, потому что там стоят американские двигатели. Да, есть же вот Поэтому Швеция Да. не может продать свои Гриппены, хотя у них как бы очередь стоит, но Америка все время рубит. Они в 2014 Да, ну году вот швейцарцы же тоже контролируют часть оружия, которое делается с их с их технологией. оптикой, да. Ну, то есть Да. тут большие проблемы. И сразу я вспомнил про джавелины, про которые сегодня Трамп так рассказывал. Мы вам дали джавелины. Ну, во-первых, есть воспоминания генерала армии США о том, что они джавелины Украине смогли пропихнуть, когда Трамп спал. То есть Трамп не знал, что продали Украине джавелины. Потом, кроме того, что их продали по цене, как для других, то есть по 240 тысяч за ракету. И продали. И у нас же тогда джавелины пришло из 100 штук законтрактованных, пришло 20 штук. Я просто четко, я это знаю, потому что у меня ребенок как раз заканчивал военный институт, и они там на полигоне были. И на этом полигоне хранились эти 20 джавелинов, которые перевозили по всей стране, потому что их нельзя было использовать на фронте, но их постоянно надо было перевозить, чтобы их никто нигде не грохнул. Их было всего 20 штук. Остальные 80 передали только в 2021 году. То есть с этими джавелинами было больше геморроя. То есть наши потратили кучу денег, чтобы их куда-нибудь отвезти. Курсанта показывали. Вот у вас есть джавелин, он выглядит так. Ну и все, посмотрели, а теперь до свидания. Руками не трогать, близко не подходить. Тут это такая вся история. Еще вспомнил про поводу золотых карт. Вот эта вся история Трампа, я думаю, что он не продаст золотых карт. Потому что у людей, которые есть миллионы, у них есть юрконсульты, которые занимаются налогами. И ни один нормальный в здравом уме
мыслящий человек не посоветует своему клиенту становиться гражданином США или резидентом. Потому что как только становишься резидентом США, неважно, где ты зарабатываешь деньги, ты уже США должен. Поэтому, наоборот, народ Ну, старается да, уехать из это не США. новость, как бы, то есть это известная вещь. Но мне что-то так кажется, что вот, например, успешные инвесторы в биткоин, они могут с удовольствием захотеть получить Не, американский паспорт. нет, вся Вот, криптотусовка, я не знаю, ну, может, я небольшой ну, их знаток много, то этой есть, да, тусовки, но мы-то основная знаем масса, про отдельных да, персонажей. основная масса считает, что этого ни в коем случае делать нельзя. Поэтому никто не американскому правительству, кстати, наиболее скептически относящихся к Америке, среди криптооптимистов, по-моему, это большинство людей, которые стараются избавить себя от какого-нибудь влияния государства. Зная Америку, они стараются. Кстати, это Да, же проблема с пошлинами Трампа, из-за них завалились все валюты. Биткоин упал меньше 80 тысяч долларов за да, биткоин. да. Эфир вообще улетел и массово приближается к 2100 за эфир, а это считается критической точкой, он может обвалиться еще и дальше. То есть тут и все это связывают с пошлинами, которые Трамп, неуверенности в будущем и вообще вот это вот устроили тут бардак, а тут вы говорите. Любители биткоинов, американский паспорт. Ха-ха! Тут столько проблем у людей. Тут новые инвесторы потеряли сколько там, уже миллиардами исчисляются потери только за последнюю неделю. От этих пошлин и этого бардака, который творится в экономике. Так что тут все плохо. Все плохо на самом-то деле. Ладно. Сейчас. Тут был вопрос. Тут не вопрос. Испытал такой позор, пишет нам зритель. Там. Это позор в прямом эфире Зеленский устроил, пишет другой. Товарищ, какое вам дело до политиков? Вот меня, кстати, честно говоря, очень удивляет, когда люди говорят, вот мне стыдно за наших политиков. Ну вам какое дело? Это их позор. Стыдно, может быть, за своих детей, например. Там вот они что-то натворили, вам стыдно, да? Там, ну, за внуков в какой-то смысле. Ну, там у них за них родители отвечают. Но за политика быть стыдно, ну, испытывать позор за то, что как-то себя ведет политик, ну, это не по-либертариански, мне так кажется. Ну, серьезно. Ну, какой позор? Ну, это дело политиков. Они поспорили, поговорили. Это шоу. Завтра поменяется. Кстати, Трамп, тем не менее, сказал, что он там, гордится украинскими солдатами. Вы хорошо воевали, хорошо воюете. Ну, то есть, берите с этой стороны, гордитесь за свою страну. Потому что наши солдаты умеют воевать. Там. Военные воюют, они за политику. Зачем? Так, вопрос. Я сегодня, ну это я в конце говорю, меня часто обвиняют, что я много говорю, но это я в конце, можно это все... Сергей закончил, можете меня не слушать. Вопрос, Сергей, стоит ли ожидать в Украине гиперинфляции или повторения 1937 года, спрашивают нас. 37-го это в смысле сталинизма или что? Ну да. Ну Репрессий? типа репрессии, там, Сталин, концлагеря, Нет, нет, тудом-сюдом. репрессий нет. Какие репрессии? То есть кто будет репрессировать? Нет. Понимаете, у нас нет никакого тоталитарного режима. У нас режим прекрасно понимает, что его ненавидит население, а просто относится к нему терпимо, потому что такая наша вот черта характера, мы терпим. Вот. Никакой симпатии реальной. Ну, украинцы уже давным-давно доказали, что они вообще никакого участия в политике не принимают, и разве только за деньги. То есть, если подзаработать, да, пожалуйста, но чтобы там что-то всерьез воспринимать всю эту возню, и вот в этой связи, кстати, вот эти выборы, о которых все время говорят, они становятся просто комическим куплетом. Какие выборы? То есть, кого выбирать? То есть это автоматическое признание того, что выборы в Украине это просто человек получает должность. Он никого не представляет, кроме самого себя. То есть это как вот любое, типа, есть организация, там есть вакансия. Надо занять вакансию, значит, вакансия президента. Вот. А украинцы, кстати, они так и относятся. Вот многие говорят, например, как же вы избрали в Киеве мэром Кличка, то есть, ну как вы опустились до такого? Ну, а я хочу сказать, что огромное количество людей считает, что должность такого рода
Это как своего рода награда. То есть ты преуспел в боксе, отлично, вот садись, значит, зарабатывай. То есть это хлебное место. Ты вот постарался, получил медали там какие-то, значит, звания. Садись, заслужил. Вот так вот к этому и относятся. То есть и другие. Откуда вот эта вся возня, так сказать, политиков? Они никто, они нам никто, мы им никто. То есть вот это вот разговоры о выборах в этой связи, конечно, это просто смешно. Вот. Относительно, нет, никаких репрессий тут не будет, они интересуются исключительно деньгами. Вот, то есть будет запугивание, да, запугивание будет, будет грабеж будет. Но у них теперь есть простые способы. Они просто отнимут ваши деньги, снимут их, спишут их с вашей карточки, и все, вы и знать не будете. Вот, для этого не надо никакого террора. А их интересует, повторяю, их интересуют только деньги, только реальные, так сказать, доходы. Причем желательно в конвертируемой валюте. Вот. А насчет гиперинфляции, ну, в принципе, я думаю, логично, да, ожидать. То есть вот если мир наступает, если происходит какая-то, так сказать, отвязка вот от войны, то, в общем-то, украинской власти, ну, противопоставить вот тому огромному количеству денег, которое было напечатано, нечего. Поэтому, следовательно, то есть гривна должна обвалиться. Они должны применить этот трюк для того, чтобы облегчить себе жизнь. То есть обесценить деньги. Это, для них это естественное решение. Вот. Мы переживали такие эпизоды. Вообще, возможно, даже денежная реформа я не исключаю. Вот. Но это как бы хлопотное дело, может, у них на это денег не хватит. Вот. Но инфляция, серьезная инфляция, да, то есть без нее вряд ли удастся свести концы с концами, хотя бы гипотетически. Потому что вот эти огромные суммы, которые сегодня выдаются налево и направо в армии, вот во всем этом комплексе, так сказать, оборонном, это деньги, напечатанные из воздуха, то есть взятые из воздуха. Они навалятся как бы на рынок очень серьезно. Вот. А рынку нечего предложить. То есть у нас, что там, китайцы столько не навезут сюда товаров. Вот. Даже какой-то, я не знаю, ну, немножко рынок недвижимости, наверное, отреагирует каким-то образом, то есть цены вырастут. Вот. Вот так. Но, повторяю, будет ли это гиперинфляция или там просто большая инфляция, это тут термины условные. Вот. Но думаю, что у власти есть четкий конкретный план обвалить гривну и с этим, так сказать, войти в мир, в мирное сосуществование. Вот. С резко подешевевшей гривной. Ну, я не знаю, как в армии, но у меня уже достаточное количество серьезно раненых знакомых и друзей, они не могут получить выплаты, им просто не оформляют ничего. Да, это тоже способ, да. Они, Затянуть, отложить, там, они, вот это, да. то есть фактически выживают, их из армии не увольняют, и никаких не выдают денег ни за ранение, ни за службу, ни за что. Тут обязательно будут Тут всякое, значит, вот это вот махинации, которые призваны к тому, чтобы эти деньги выписать, но не дать реально. Вот. А потом растянуть это во времени на очень надолго, и в конечном итоге эти деньги будут уже выдаваться, когда они будут уже ничего не стоить почти. То есть вот так. Да, ну инфляция, она... Так и в Штатах инфляция, вон уже они купюру $250 выпускают. Нормально. И хотят Трампа там поместить. И даже Трампа Трампа на купюре хотят поместить. Не знаю, насколько это правда и реально. В Америке самая большая купюра всегда была $100, а тут уже 250. Сразу такой 2,5 раза скачок. И тут нас спрашивают, и как нам дальше жить? Прошу ответить. Ну как жить? Так и жить. Делай то, что можешь, помогать тому, что можешь. Вот, да, вот это интересно. У меня в YouTube-канале я регулярно, значит, читаю комментарии, где люди говорят, ну вот вы там нам рассказываете, ругаете государство, вы нам напишите, что делать. И вот я всегда удивляюсь таким вопросом. То есть я отвечаю только одним способом. Вы не знаете, что вам делать? То есть, ну, определитесь, подумайте, что вы хотите делать, делайте это. То есть
у нас вот, понимаете, осталась вот эта советская закваска у многих людей, которая заключается в следующем, что то, что ты делаешь, это, в общем, не важно. Значит, если ты хочешь реальных перемен, если ты хочешь перемен к лучшему, ты должен бросить все, чем ты занимаешься, явиться куда-то, значит, по сигналу, вместе объединиться с такими же, как ты, и что-то такое сделать вот радикально. Вот так люди понимают, что можно что-то, значит, менять. А когда им начинаешь объяснять, что богатеете, то есть богатеете, зарабатываете больше и сохраняйте заработанное, это непросто. То есть надо еще не только заработать, надо сохранить, надо правильно распорядиться. То есть это сложная задача, которая должна полностью вас занять. То люди считают, что это как бы отговорка. Нет, должен быть какой-то волшебный, значит, ключик. То есть куда-то надо прийти и что-то такое сделать, что сразу раз, и с понедельника жизнь пошла, значит, по-новому. Вот это вот неистребимая вера вот в этот вот какой-то жуткий коллективизм, она советская еще. Но мне кажется, все достаточно просто. Делайте, что можно, зарабатывайте деньги, помогайте другим. Конечно. Хотите, у вас есть знакомый на фронте, помогайте ему, покупайте ему все, что ему необходимо, там, беспилотники. И нет знакомого, придите в госпиталь в ближайший. Там куча людей, которым нужна помощь, им нужны лекарства, нужна там куча всего нужно. Не хотите в госпиталь, придите бабушку, помогите. Хотите, что кота, возьмите котов, приютите, покормите на улице. Ну, делайте что хорошее, да и все. Зарабатывайте деньги, тратьте их на то, что вы можете считать себя человеком. Не Но в более того. первую очередь думайте о себе, то есть думайте, потому что про вас никто думать не будет. Вы не думайте, что вы себя поручите кому-то, какому-то Зеленскому или Шмыгалю. Нет, им начхать. Вы о себе должны думать в первую очередь. И вы должны богатеть, потому что богатеть это значит вести правильные, значит вы делаете правильное что-то. То есть если вы не отнимаете деньги силой, а зарабатываете их, значит вы делаете нужное, полезное дело, за которое люди вам платят. Это уже достаточное оправдание, так сказать, того, что вы делаете для вашей жизни. То есть это надо помнить. Зарабатывание денег, это не имеется в виду, что вы в ущерб чему-то важному это делаете. Нет, это и есть важное, потому что зарабатывая деньги, получая их в виде оплаты за свои услуги, это значит, что вы удовлетворяете чьи-то потребности. Это значит, что люди рядом с вами тоже богатеют. В этом смысл общества вообще. То есть вот так должно работать общество. И в этом смысл нашей жизни. Мы живем, чтобы жизнь была лучше завтра, чем вчера. И в этом смысл. А не в чем-то заоблачных каких-то, значит, планах там по трансформации государства в менее опасное, более эффективное и там всякое вот это вот. Не дай бог. То есть это мозги надо от этого всего очищать. Можете покупать, пока упала стоимость биткоина и другой вот, кстати, криптовалюты, я тоже покупайте. смотрю на это. Покупайте, Биткоин покупайте. как бы опустился, чтобы захватить еще новых людей. То есть запрыгните в этот вагон, он еще будет работать, он еще впереди у Так него что много. покупайте Да, крипту, инвестируйте в биткоин. Можете, кстати, купить наш мемкоин, называется Бастиа. Все валюты падают, наш растет, потому что он новый. Поэтому есть шанс купить дешево, а новое оно всегда срабатывает. Так что давайте, включайтесь в нашу. Ссылка в описании есть, так что если даже вы купите там на $17, сейчас Solana $130, 0,1 Solana, то есть на $13 вы купите себе такой вот пакет, то в следующий раз он уже растет. Он уже выше, чем была изначально стоимость. Так что чем больше людей его купит, тем выше его стоимость. Наберем капитализацию, потом придумаем, куда его тратить. Будем продавать мерч за эти деньги. Так что подключайтесь, есть смысл. Я, конечно, не милей, но пока есть возможность, пока новенький мемкоин, можно заработать. Немного, но можно. Так что ведите себя хорошо, покупайте биткоины и прочую крипту,
И все будет хорошо. И не забивайте себе голову ерундой, типа, мне стыдно за нашего президента. А вам не насрать. Ему на вас насрать. И вам на него тоже насрать. Не надо брать на себя чужую ответственность. Это уже пусть он сам думает, стыдно ему или не стыдно. Все, на этом мы будем, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Кажется, я не знаю. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Как бы там ни было, все равно у нас все получится. На этом мы будем сегодня заканчивать. Спасибо большое, Сергей. 1:20 мы проговорили совершенно незаметно. Всех, кто нас смотрел, всем спасибо. И завтра приходите в 11 утра слушать Владимира Золотарева. Самое главное, готовьте вопросы, потому что завтра ни одного вопроса про Зеленского, Трампа я пропускать не буду. Будем говорить на темы совершенно не касающиеся. Будем Только говорить по делу. только по делу о либертарианстве. Так что готовьте, если вы читали умные книжки, у вас остались вопросы, готовьте, задавайте, будем разговаривать о светлом и возвышенном, не опускаясь до вот этой вот низменной политики и вот этих всех дурацких новостей. Все, всем спасибо и пока. До встречи. Хороших выходных, хорошего начала весны. До встречи с Сергеем через неделю. А с Владимиром Золотаревым завтра с утра. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. И покупайте новый мемкоин. Всем будет счастье. Все, всем пока. Счастливо.